Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о подарках, которые ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя принимать за бесплатно. Даже если этот такой подарок преподносит ваша сестра родная или мама. Здесь следует дать откуп и обязательно сказать определенные слова. Иначе таким образом вы привлечете в свою жизнь, к сожалению, болезни, беды, неприятности. Постоянно будет присутствовать безденежье. Надо ли вам такое счастье? Точно нет. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и научитесь правильно, пожалуйста, дарить подарки и принимать. Вы знаете, каждый из нас любит получать подарки. Бывает так, что знакомая, подруга или даже родная сестра, находясь где-то в другой стране, где-то в другом месте, в торговом центре, ей что-то нравится. И она думает о том, что она может преподнести вам этот подарок, потому что вас это обрадует. И действительно бывает так, что что-то из декора, что-то из вещей вам действительно понравится. Но здесь нужно соблюдать определенные правила для того, чтобы с такими вещами не привлечь в свою жизнь безденежье, болезни, проблемы, закрыть себе дорогу. И это очень важно. Итак, за какие подарки нельзя принимать за бесплатно? Первое – это нож. Запомните раз и навсегда, нож во все времена считается опасным подарком. Дело в том, что он острый и он символизирует конфликты и раздоры. Поэтому ни в коем случае никогда не принимайте нож. Многие сейчас скажут о том, что в некоторых народах принимают нож. Но вы должны обращать внимание на то, как дарят этот нож и в чем его дарят. Если выполняется это правило, то, конечно, можно. Но если мы говорим о кухонном ноже, о каком-то разделочном ноже, о ножницах, даже если вы и занимаетесь, например, маникюром или вы швея, то ни в коем случае не принимайте нож. Но если вам подарили нож, тогда обязательно дайте небольшую сумму денег за такой подарок. А про себя скажите обязательно слово «оплачено». Таким образом вы перекроете дорогу любому негативу в ваш дом и ваш адрес. Далее носовой платок. Вы знаете, носовой платок, к сожалению, не то чтобы даже дарить, и нельзя даже человеку давать на время. Вы помните о том, что было время, когда не было сухих салфеток, влажных салфеток, и у нас у всех были носовые платки. При этом очень часто носовые платки терялись, носовыми платками что-то происходило, они даже в какой-то степени были неудобны, особенно если человек, например, болел. Но вы должны понять и то, что дарить носовой платок, какой он бы не был красивым, может принести несчастье и горе тому человеку, кому вы дарите. Поэтому вообще не стоит никогда принимать носовые платки. Лучше в этом случае сейчас с вами в любом магазине, в любом супермаркете, в любом киоске продаются бумажные салфетки. И вы можете купить и использовать. А лучше закупаться и знать, когда у вас, например, заканчивается, и, соответственно, докладывать себе в сумочку. И помните о том, что если вам дают такую вещь, как носовой платок, дарят, вы должны задуматься, зачем вам делают такой подарок. Ну а если вам, как вы думаете, дарят от чистого сердца, в любом случае купите эту вещь. Отдайте хотя бы 1 копейку, и таким образом вы перекроете дорогу любым проблемам в свою жизнь. Далее домашнее животное. Вы знаете, подарок в виде домашнего животного, особенно для детей, это вроде приятно и прекрасно, потому что дети радуются, или вы наоборот мечтали, но вы должны понимать и то, что такой подарок нужно купить для того, чтобы
то или иное животное, птичка не болели, и, соответственно, вы не имели никаких проблем. Поэтому вы обязательно должны выкупить такой подарок. Дайте символическую сумму, это может быть даже одна буквально копейка. И таким образом вы, опять же, закрыли дорогу любому негативу. Ну а если вы этого не сделаете, то есть вероятность привлечения неприятностей, негативной энергии, и то животное, которое было вам подарено даже с любовью, может начать болеть, может вам по характеру не подойти и так далее, и так далее. Далее, друзья, цветы в горшке. Сейчас даже модно, вы знаете, дарить цветы в горшке, но вы должны понимать и то, что лучше за такой подарок заплатить символическую плату. Почему? Очень важно не привлекать неприятности, беды, проблемы и негативную энергию в свою жизнь. Также, друзья, ни в коем случае нельзя дарить цветы в горшке и на день рождения. Конечно же, это решение всех вопросов, особенно для тех людей, которые не любят получать живые цветы в подарок на день рождения. Да, сейчас очень можно красивые придумывают букеты, прямо целые композиции, но помните о том, что цветок в горшке, нужно из-за него обязательно заплатить, и обязательно скажите слово «оплачено», чтобы в таком случае убрать любой негатив с того или иного цветка. Кроме того, также обращайте и на сам горшок. Когда вы выбираете цветы, смотрите, чтобы горшок был зеленого цвета, красного цвета, белого цвета, желтого или золотистого цветов. Это именно те цвета, которые привлекут изобилие, достаток и благополучие в жизнь того, кому вы дарите. Желательно, когда вы дарите еще цветы в горшке, говорить слова пожелания. Это очень важно, потому что будут расти растения, и таким образом это все будет и приумножаться в жизни того человека, кому вы дарите. Это такой вот маленький для вас совет. Далее, друзья, ни в коем случае нельзя дарить и книги. Многие очень любят дарить книги, потому что считают, что это достаточно прекрасный подарок, особенно в том случае, если книги или книга какая-то коллекционная, или та, которая достаточно очень редко можно ее найти, то есть какие-то эксклюзивная книга, но знайте о том, что вот именно книгу дарить, особенно близким людям, тем людям, которых вы любите, которых вы цените, ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что это может привести к разводу или к расставанию. Поэтому лучше всего, если вы заплатите обязательно за книгу денежкой и скажете слово «оплачено». Пусть это будет условная сумма. Тоже касается, друзья, и книг, которые находятся в каком-то особом переплете или обложка кожаная. Бывают разные достаточно варианты, но помните о том, что здесь нужно на это обращать особое внимание. Далее зеркало. Девочки и мальчики, зеркало также ни в коем случае нельзя дарить. Особенно это касается тех зеркал, которые уже были в использовании. Также это антикварные зеркала. И вы должны обращать внимание на то, что если вам дарят зеркало, оно может принести несчастье и даже разрушить семейное благополучие. Поэтому, если вы хотите купить зеркало, то это нужно вам сделать самим. Также, когда вы выбираете зеркало, смотрите, чтобы оно было не последним, а обязательно было упаковано, и до вас никто в это зеркало не смотрел. Помните о том, что зеркало – это сакральный предмет, который привлекает вот все мыслимые и все то, что есть во внешнем мире, потому что у зеркала нет такого понятия хорошо или плохо, а потом зеркало как магнит начинает транслировать все это во внешний мир. И представьте себе, если зеркало видело ссоры, скандалы, ругань, какое-то недовольство клиентов, да, например, если оно висело в магазине зеркало, и оно начинает транслировать вашу жизнь. И знаете, здесь одно
одной уже практикой по очищению зеркала от негатива не отделаешься. Здесь уже нужно проводить другие практики. Поэтому старайтесь уделять внимание зеркалу. Также никогда не принимайте зеркало, вот маленькие зеркальца, которые вам в сумочку. Хотите купить, сами себе купите, сами на интуитивном уровне выберите то зеркало, которое действительно вас будет радовать. И каждый раз, когда вы будете открывать, вы будете не просто любоваться собой, а в этот момент себе представлять, что вы живете в изобилии, что вы богаты, что вы счастливый человек. Также никому не разрешайте пользоваться вашим зеркальцем. Это касается и расчески, потому что многие думают, ну и что, моя подруга, я ей очень доверяю, она такая вот вся хорошая, белая, пушистая, а потом через 10 лет узнается, что она раз увела мужа, разбила семью, еще другие, оказывается, на пакости все это время дела, а вы могли просто этого не замечать. Очень часто люди не хотят видеть то, что находится в их окружении и то, что происходит. Поэтому, пожалуйста, нужно быть очень внимательным и осторожным, потому что есть вещи, которые, к сожалению, могут просто-навсего разрушить вашу жизнь. Далее, никогда не берите бесплатно. Следующий подарок, такие как желтые цветы. Особенно это касается роз, потому что розы – это разлука, а также они предвещают и расставание. Поэтому, если вы хотите подарить цветы своему любимому и близкому человеку, лучше постарайтесь выбрать другой цвет, который не ассоциируется с негативными событиями. Также обращайте внимание, какие-то желтые цветы. Особенно опасно, в том числе кроме роз, еще и получать цветы в виде гербарий. Сейчас очень розы какие-то заспиртованные можно увидеть в колбе. Это тоже, пожалуйста, не принимайте. А если и принимаете, обязательно заплатите условную сумму. Пусть это будет 1 копеечка, но таким образом вы уже оплатили за такой подарок, и он вам точно не принесет бед, неприятностей и проблем. Далее, друзья, никогда не принимайте посуду. Многие очень любят, особенно, знаете, вот на свадьбы, на какие-то новоселья, любят дарить набор посуды. И многие думают о том, что они таким образом вот помогают в семье привлечь изобилие, достаток, благополучие, счастье. И думают о том, что таким образом они укрепляют семью. Но вы знаете, это не так, потому что, например, посуда, особенно если она треснувшая или где-то надколотая, как правило, в наборах так бывает, если тот человек, который вам дарит, он на это не обратил внимания, то тем самым, друзья, вы можете привлечь и несчастье, и беды, и неприятности. Поэтому научите себя и свое окружение, чтобы вам никогда не дарили посуду. Для этого самое вот простое, что вы можете сделать, это лучше подарить деньги в конверте. И желательно конверт должен быть красного цвета, потому что таким образом вы не просто дарите деньги, а вы привлекаете в новую семью изобилие, достаток и благополучие. Обращаем на это ваше внимание. То же касается и посуды. Вне зависимости, это будет кастрюля, это будет сковородка или это будут какие-то очень красивые чашки, пиалки и так далее. Помните о том, что посуда также может нести негатив, потому что в ее сколах, в ее трещинках может оставаться негатив, а оно так есть, потому что посуда находится где-то находится на складе, где есть пыль, грязь, и это все, что, друзья, привлекает негатив. Поэтому, чтобы этого не было, все-таки сами не дарите и никогда не принимайте. Но если такое произошло, всегда дарите условную какую-то сумму. Не надо, чтобы это было чуть ли не целая, как оплата за товар. Это может быть условная сумма в 1 копейку, в одну какую-то купюру. И обязательно нужно сказать «оплачено». Далее кошелек. Тоже кошелек, сумку никогда не стоит никому дарить. Даже если это ваша родная сестра или мама. Но бывает так, что вот хочется подарить, да, в таком случае что мы делаем? Мы обязательно в такой кошелек или в такую сумку кладем купюру, и обязательно, когда будете класть, скажите, что пусть эта сумка привлекает новой хозяйки
девочки изобилие, достаток и благополучие в ее жизни. Это очень важно. Ну и, конечно же, желательно, если вы принимаете, даже девочки-мальчики, если это даже какая-то брендовая сумка или брендовый кошелек, всегда нужно оплатить для того, чтобы никому не передавать свою денежную энергию. Помните о том, что денежная энергия, она очень такая тонкая, она очень может обидная быть, потому что у нее происходят определенные процессы, поэтому вы должны об этом понимать. Подводя, девочки и мальчики, то хочу сказать о том, что вам нужно быть особенно внимательными и осторожными касательно подарков, которые вы хотите дарить и которые вы принимаете. Потому что часто с подарками вы можете неосознанно привлечь к себе те или иные неприятности или проблемы. Поэтому, чтобы такого не было, обязательно всегда давайте денежку. И не забывайте говорить слово «оплачено». Вот простое слово, но оно очень имеет важное значение для каждого человека. Поэтому, друзья, вот именно эти подарки никогда не принимайте бесплатно. Дайте какой-то отпуск. Пусть это будет монетка, пусть это будет купюра, но вы тем самым очень многого себя оградите. Помните, пожалуйста, об этом. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк, друзья. А прямо сейчас в комментариях напишите, друзья, магическое слово изобилие, и пусть Вселенная пошлет вам огромный денежный поток. Итак, друзья, слово изобилие. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.